Очень простое решение: отменить налоги, отменить госрегулирование, дать свободу предпринимателям, и точно будет полная независимость продовольственная, энергетическая. Значит, свобода рынка — это означает в том числе, что все, кто хочет, могут вооружаться, там, тренироваться и так далее. И все, никто, и причем страна сразу начнет богатеть, все начнут стягивать туда свои капиталы, ни у кого не будет ни желания нападать потом на свои капиталы, и кроме того будет страшно. Вот я всегда, вот сейчас же яркий такой пример, вот эти дроны летают там, причем, ну, вроде бы и ПВО есть, и все, ну, долетают до Киева, там, летают над Киевом туда-сюда. А, Представьте, что у нас нет запрета на оружие. Автоматы, там, пулеметы, кто хочет. Ну, никакой дрон ни до какого города не долетит, потому что, ну, это же, ну, такое азартное такое спортивное состязание, то есть там все мужчины, там и не мужчины, там, о, дроны, отлично, ну, это ж тир просто будет. То есть будут там столько... Я понимаю, что с автомата или с пулемета дрон сбить тяжело, но там просто будет такой, ну, шквал этого огня, там, с каждого села, с каждой хаты, там, с каждого дома, что он просто никуда не долетит. А более того, когда уже россияне поймут, ну, в принципе, дроны не пролетают больше там до 10 километров там вглубь страны, им просто не будет невыгодно их запускать и так далее. Ну, это вот возвращаясь к Казахстану, если люди будут вооружены, если не будут запрещены, если мы говорим о свободе предпринимательства, то не должны быть, соответственно, запрещены и различные добровольные, и, там, и коммерческие, и некоммерческие военные объединения, которые будут решать эту проблему и так далее. Плюс я всегда тоже везде практически говорю, что если мы говорим о либертарианском обществе, то нужно забыть о войне там фронт на фронт, окопных войнах, значит, вот там 100 тысяч с одной стороны солдат, 100 тысяч с другой стороны. Этого просто не будет, потому что это экономически неэффективно. Вот кто отдает приказ, я всегда говорю, значит, нужно наступать на... Ну, вот я еще начинал, кстати, когда с Крыма, история с Крымом была, когда там уже было известно, что Дума будет голосовать там за введение войск, ну, разрешение имеется в виду там каких-то военных операций на территории других стран и так далее. То есть частные охранные компании, страховые компании просто бы провели беседу с лидерами фракций этой Государственной Думы, и никто бы там не голосовал, в принципе. Если даже проголосовали, то есть командующие там, не знаю, там армией, там 2-3 командующих там бригадами. То есть вот 4 человека, с которыми нужно решить вопрос, чтобы у них не было и даже желания какого-то и стимула отдавать приказ, там, выдвигаться войскам. У них будет желание только уволиться со своих должностей, а у всех остальных не будет желания эти должности занимать. То есть никто никуда просто наступать не будет. Вот как это решать. А для этого не нужно там сотни миллиардов, там миллионы денег, миллионы людей. Для этого достаточно там 3 диверсантов, значит, 2 Штирлицев в Думе, и все, собственно. На этом все заканчивается. А им там и платить много не надо. Там. Платишь один раз там 100 тысяч заплатить, ну, миллион заплатить. Но это не сотни миллиардов долларов, понимаете? Вот таким образом это будет. Но чтобы это было, необходимо, чтобы была свобода предпринимательства. Потому что вот почему сейчас у нас же есть, я думаю, и желающие, значит, и сорвиголовы, значит, и умные люди, и оружие на черном рынке, вооружение на черном рынке есть. И могли бы вот решить вопрос таким образом, как я рассказываю, с войной с Россией. Но они сейчас не решат. Почему? Да потому что наше государство это не разрешит. То есть наше государство первое, кто их вычислит, арестует, посадит в тюрьму, значит, или они просто исчезнут. Наше государство не позволит это сделать. А если либертарианское общество, свобода рынка, то есть там некому это запрещать. И поэтому этот вопрос там будет решен очень легко и быстро. Но это как бы что нужно сделать? Просто тут другой вопрос есть. Вопрос в том, что пришел какой-то человек, сказал, выбрали его президентом, я либертарианец, и теперь вот, значит, все так организую. Во-первых, его не выберут, если он будет заранее говорить, что он будет... Потому что, когда мы говорим о либертарианстве, значит, с какой программой должен идти? Значит, я отменяю государственную медицину, я отменяю государственные пенсии, ну и далее государственное образование, и далее по списку. Его просто не выберут.
А если же он придет с какими-то другими лозунгами, ну, сознательно обманет, скажем так, а потом скажет, ну вот, меня выбрали, теперь я буду делать все как либертарианец, вот это все буду отменять. Но его просто быстренько оттуда уберут, потому что и ни народ не поддержит, ни окружение ближайшее и так далее. Поэтому это уже другой вопрос. И возвращаемся к нашему ежедневному вопросу. А что же тогда делать? Просвещение, просвещение, просвещение. Потому что тогда, когда люди будут понимать, что и как, и либертарианец придет к власти, во-первых, они его уже выберут, во-вторых, поддержат его в этом начинании. А самое главное, что не надо будет никого избирать. Потому что если представить, что все, значит, казахи либертарианцы, то они просто... Есть там какой-то премьер-министром, какой-то мужик себя назвал. Вообще интересно. Значит, ну это как такой, значит, новый у него там никнейм какой-то, там, наверное, для ТикТока, непонятно. Ну ладно, пусть развлекается. То есть никто не выполняет никаких его распоряжений, а организуются сами, и не будет никаких проблем. Поэтому просвещение – это там при любой, значит, при любом способе решения проблемы или перехода к свободному обществу, просвещение – это первое и обязательное условие. Либо потом политическим образом можно это все ускорить, подтолкнуть при поддержке уже при поддержке осознанного населения, да, либо и не надо никого выбирать будет, потому что население будет настолько осознанным, что, в общем-то, никого просто обращать внимания не будет. Часто, ну, сразу возражают, ну, как не будут обращать внимание, они же там, в общем-то, будут же какие-то указы, законы издавать. Я свой тоже классический пример привожу. В начале перестройки уголовная ответственность за владение валютой, торговлю валютой, обмен валютой, причем там какие-то серьезные сроки, там чуть ли там 15 лет, по-моему. Вся страна, ну, все страны, ну, сегодня же, да, бывший Советский Союз, но если говорить об Украине, в Казахстане, я думаю, то же самое было. То есть, значит, государственной валютой никто не пользуется. Доллары, марки и в магазинах, и в обменниках, и в карманах, и так далее. Хотя уголовное наказание. Ну, просто народ решил, что это какая-то фигня, мало ли, что там написано, нам так удобнее. И все, это сошло на нет. Поэтому это в любом вопросе. То есть если люди будут понимать, что политика наносит им вред, и что не надо никого избирать, нужно самоорганизовываться. А вот это, если кто-то, значит, приходит, хочет собрать какие-то налоги, то это просто грабитель, и так к этому относиться. Ну, причем к этому так относиться не только должен тот, к кому пришли, а все окружающие. Потому что сейчас, ну, сейчас там ТЦК у нас, допустим, а вот даже раньше наблюдалось до войны, значит, ну, масса картин. То есть полицейские, значит, вообще, ну, ни за что кого-то там остановили, скрутили, значит, мордой об асфальт, значит, руки заламывают, ну, допустим, там двое полицейских. Вокруг стоит 50, значит, граждан. Ой, мальчики, что вы делаете? Вы же там не для этого, вы же нас должны защищать. К ним все равно относятся как, ну, не как к бандитам, хотя они просто там насилуют и убивают этого человека фактически. А к ним нормально относятся. Поэтому, чтобы не собирались налоги, надо, чтобы люди понимали, что налоги – это грабеж не только те, к кому пришли, но в принципе все. И все понимали, что это пришли там бандиты, которые просто грабят, они, значит, называют это налогом просто, чтобы было это там красиво и вроде бы как не грабеж. Поэтому вот ответ на вопрос в Казахстане – занимайтесь просвещением. То есть нужно, чтобы люди больше знали о том, как устроена экономика, человеческая жизнь и как устроено государство, что это такое.